Здравствуйте, дорогие друзья! Я Ольга Анаева, уже снималась. Вот, у меня опять в гостях Тимур, и мы будем делать массаж спины и массаж головы. Увидите, как я работаю. Это необычный массаж головы, но посмотрите. Всем привет. Я тоже поздоровался. Масла очень мало. Прям, чтобы просто руки ходили. Не люблю, когда много масла. Все как обычно, Тим. Конечно, эту лопатку почистить бы. Вот. У меня недавно был очень интересный случай, и я хочу рассказать про него, потому что когда делаешь выводы по тем или иным диагнозам, когда помогаешь людям, когда понимаешь, что не всегда доказательная медицина может помочь, и есть другие варианты, когда можно помочь человеку, не усугубить ситуацию, как очень часто при доказательной медицине происходит, а улучшить и помочь человеку перенести тяжести очень сложных заболеваний. У меня была женщина, ей 38 лет. Она пришла с мамой, потому что сама не могла уже передвигаться без помощи других. Вот. На консультации собрали анамнез. Значит, что самое страшное, что с ней произошло? Это в 17 лет у нее случился инсульт. Она лечилась, вроде стало легче, выжила, да? Но с каждым годом ситуация стала что-то усугубляться, и стали возникать проблемы со здоровьем. Ее опять лечили, она состояла на учете, вот, выполняла все рекомендации врачей, делала все, что ей говорили. Любые медикаменты, которые ей выписаны, она все делала, как ей это рекомендовали. Но ситуация ухудшалась и ухудшалась, и вот она ко мне пришла, и диагноз у нее прибавился. Вот. Рассеянный склероз, 38 лет. И с рассеянным склерозом пришла заторможенность, постоянное низкое давление, она гипотоник, постоянное головокружение. Вот. И очень сложно работать. А без работы она не может, потому что надо выживать. Вот. Работала она на дому, из дома, все время в компьютере. И было очень сложно. Девочка работала в банке. И там нужна была очень хорошая реакция, память. Вот. И заторможенность, конечно, ей очень мешала. Она с утра до ночи приходилось ей сидеть в компьютере, перепроверять свою работу. Вот. И я не буду рассказывать, сколько еще у нее было диагнозов, помимо рассеянного склероза. Скажу только про один. Она не ходила в туалет, абсолютно не ходила в туалет. Опорожнение не получалось. И ее лечили гастроэнтерологи. Ничего не помогало. Естественно, у нее был лишний вес. Он небольшой, но он был. Килограмм 6 лишнего было. Похудеть она никак не могла. Но из-за вот этих причин. Значит, работали мы с ней. И через какое-то количество сеансов она мне сказала, я начала ходить в туалет. Это первая удача
которая нам улыбнулась. У меня есть такой массаж висцеральный. Я работаю с животом и с внутренними органами, и добавляю туда остеопатию и прорабатываю очень глубоко. И это помогает разбудить даже спящий кишечник. Не только висцералку я делала. Я работала со всем телом и прогоняла кровь. И работала, чтобы лимфосистема начала работать. Потому что очень плохой отток лимфы. У нее холод в организме был. Такое ощущение, что даже не ощущение, а на самом деле это было. У нее ноги, кости ног, они были холодные. Это очень страшно, потому что нельзя допускать, чтобы костная система не омывалась кровью. Потому что в самой костной системе тоже есть кровеносная система. И когда кости начинают мерзнуть, туда не поступает тепло, то в будущем это приводит к артрозу, к оксартрозу, разрушению костной системы. Поэтому этого допускать нельзя. И с этим тоже мы работали. Далее, что мы делали для того, чтобы пусть не вылечить, но хотя бы остановить этот диагноз рассеянный склероз. Ну, понятно, когда кровоснабжение нормализовывается, тогда и лимфоток лучше работает. Естественно, с каждым сеансом она стала теплеть, кровь стала циркулировать, лимфа начала работать. Вот. И, естественно, приток к голове, к мозгу и отток оттуда был уже неплохой, и уже ей становилось легче. Но я подключила массаж головы, который я сегодня Тиме буду делать. И ей это очень помогло. Буквально через 3 сеанса она стала говорить, что у меня потихоньку уходит заторможенность. И, естественно, после первого сеанса девочка стала ходить сама, без помощи мамы. Так что с рассеянным склерозом можно работать, не нужно опускать руки, и просто надо знать, как это делать. Остановить болезнь, не дать дальше развиваться можно. Вот. Конечно, мы не остановились на этом, нам нужно дальше продолжать. Мы будем подключать гирудотерапию, уже подключили, но будем продолжать. Просто само лечение будет очень медленным, но в течение года вот, потихоньку нормализовывать все системы организма. Да, привязалась я, конечно, к этой лопаточке. Вот, мы сейчас сюда баночку поставим. Тиме прям очень станет хорошо. Там у него это место самое тяжелое. Оно, конечно, его не беспокоит, потому что Тима, наверное, все время ходит на массажики. Да. И пока оно его не беспокоит. Вот если бы он не ходил, да, тогда бы здесь все было бы иначе. Вот. Так что вот такой вот случай. И если это случается, приезжайте, вылечим всех. Вот, неважно, где вы находитесь. Вот. Ко мне из Дюссельдорфа приезжала женщина, вот, из Германии. Приезжала с Америки девочка. Так что, кто хочет вылечиться, для них нет преград. Вот. Так, ну что, поставим баночку. Проработали. Поставим баночку и будем со второй стороны работать. Как думаешь, встала? Ну. Нет, она не встала.
О, хорошо. Так, пока баночка стоит, здесь проработаем. Здесь тоже такое уплотнение. Да, но там ощутимо так. Да, мышцы. Поэтому чуть-чуть поработаем. Даже хрустит. Вряд ли это будет слышно. Я никогда не делала обычный массаж. Я всегда точечно работаю с проблемной зоной. Если с этой стороны она чуть ниже, то с правой стороны чуть выше.
Самое болезненное место. Мы сейчас на него поставим баночку. А может первую снимем, а то Конечно. совсем жесткий свет там будет. Все снимем, конечно. Ух ты! Встала? Не хочет. Вот так вот. Подними ручку. Ручку подними вот так. Угу. Вот попробуем так поставить. Еще больше, да? Слабенько. Да нормально. Нет. Стоит. Очень слабо. Вот, хорошо встала. Очень хорошо встала. Угу. Пока баночка. Вот здесь проработаем. Вот отсюда удобнее работать. Тоже уплотнение на мышце. Тима все чувствует, просто молчит. Не больно, в принципе.
Не болит вокруг это под баночкой? Дали отдохнуть. И сейчас немножечко с триггерной точечкой поработаем. Посмотрим, что у нас там. Ух ты, тоже уплотнение. Но оно намного мягче, чем, конечно, здесь. Ну да, там даже, когда поставили в начале, аж куда-то там отдавал в другое место. Вот это вот. Мы проработали верхнюю часть грудного отдела, да, верхнюю часть спины, ребра проработали, лопаточки проработали, шейный отдел. Мы теперь его сажаем и делаем массаж головы сидя. Потом мы его положим опять. Прорабатываем опять шейный отдел, только уже сидя. И работаем точечно локтем на самые спазмированные точки ставим локоть и немножко упираемся. Давить не обязательно. Просто положили и вот так вот чуть-чуть, да, постоим. Ты что-нибудь ощущаешь, Тим? Ничего особенного. Боли Ну, нету? нет. Да? Хорошо. Угу. Вот обратите внимание, какая она, да? Тяжеловатая. Сейчас мы проработаем ее. Здесь вообще все тянет. Она тянет. Проработаем и потом уже посмотрим, какая будет трапеция у нас. Угу. Больно делать не обязательно. Самое главное — хорошо упереться и встать. Конечно, если у человека совсем серьезные проблемы в шейном отделе, ему будет очень больно. Вот. Тима уже привык. А здесь не чувствуется. В голову не отдает? Все, встала и стою. Если серьезные головные боли у человека, если высокое давление, то когда мы такую отработку делаем, очень сильно начинает голова болеть. Но буквально убираешь руку, все проходит. Вот. Все проходит. У Тимы такого нету. Ага. Не хочет, да, держать мышцы. Ну, и потихонечку она размягчается. Больно? Ну, ощутимо. Угу. Видишь, везде одинаково, а тебе кажется, что где-то мягче делаю, где-то прям, да, как будто я прям. А на самом деле не нажимаю. Просто встала и стою. Давить не надо. Вот. Тим, нормально? Да. Угу. Сначала боль такая сильная. Человеку кажется, ой, как больно. Но она потом потихоньку уменьшается. Мне очень нравится так работать локтем, потому что
шейный отдел хорошо можно размягчить. И быстрее это можно сделать, чем применять здесь остеопатию. Ну как? Нормально. Даже мягче же стало. Мягче. Угу. И точно так же правую сторону тоже. Смотрите, как она тянет. Прям. Вот видите? И Тима это чувствует. Прям. Да. Это размягчать будем. Тоже гипертонию, гипотонию можно вылечить, слезть с таблеток. Практически 40% моих пациентов, у них обязательно либо гипотония, либо гипертония и головные боли. Тём, эта сторона хуже, чем та, да? Нет, там больнее было. Там больнее было. Я смотрю, просто глазик так немножко недоволен. Да. Так. Работать, массаж делать в шейном отделе, если там очень все застойно, смысла вообще нет. Если человек крупный и у него здесь вообще не щипается, то просто делать массаж, можно сломать руки, но и ничего не добиться. Поэтому здесь в ход идут и кулаки, и локти. О, смотри, как мягко стало, да? Да. Это мы чуть-чуть просто. Времени нет столько, чтобы стоять. Очень размягчается. Ну, вообще можно стоять и 3 минуты, и 4 минуты. Мы где-то минут стоим на каждой точке. Угу. Вот эту точку хочу. Противная точка, да? Вроде нормально. Да? Чё, глазик так как-то... Да не, нормально. Да? Ну хорошо. Угу. Вот смотрите, насколько мягче стало, легче, двигается. Вот. Но это можно еще мягче сделать. Чё? Будем голову отрабатывать. Угу. У меня вот таких 2 скребка из натуральных камней. Он такой немножечко как будто острый, потоньше. Тебе, наверное, такое не делали? Да вот не Да? так давно первый раз сделали. Ну и как? Но, да блин, жестко. Жестко делали или я жестко И делаю? сейчас жестко, и тогда жестко. Да? Я делаю это очень ювелирно. Я никогда не делаю сильно жестко. Тима преувеличивает. Просто у Тимы очень, да, очень проблемная голова, проблемный череп. Ему кажется, что мы здесь все отрываем. На самом деле можно это делать намного глубже и намного жестче. Но так как я врач в первую очередь, для меня нервная система самое главное. Мы лечим нервную систему, и поэтому человек должен выдержать то, что ты делаешь. Вот мы 1 раз прошлись, а теперь 2 раз. Смотрим, как это будет. Как? Ну, сейчас помягче. Сейчас помягче. А здесь? Здесь тоже. Угу. Здесь. Здесь Когда, больнее. да, вот где швы, там ему сложнее. Вот здесь тоже сложноватенько. Да, сложноватенько. Вот. И цепляется. Вот где гладенько идет, Угу. там не так больно. Вот здесь идет гладенько, и не так больно. Башка кривая. Да, а где такое ощущение, как будто по гравию двигаешь, там, конечно, очень,
больно, но в любом случае это надо сделать. И Тима уже понимает, одинаково работая, но в каких-то местах очень больно, а в каких-то можно и потерпеть. Вот. И когда ты делаешь это первый раз, это сложно выдержать, второй раз легче, а третий уже как по маслу. Так что Тима уже второй раз, вот, ему уже легче. Вот. Он, конечно, глазки закрыл, но уже не так, как я начала с ним работать. Уже полегче. Вот. Уже не так закрыты глазки, уже где-то улыбается. Вот. Прорабатываем. Вот так себя ощущает ваш кот, когда вы его гладите, когда он хочет уйти. А вы его держите и Да. гладите, да? Мгм. Да, придерживаем, потому что, чтобы, да, Тима не ушел. Да. Вот, никуда не сбежал. Ну, кстати, по шее тоже прикольно, когда... Да, по шее тоже прикольно. И можно прорабатывать, с одной стороны, по позвоночнику не рекомендую, потому что, ну зачем шейные позвонки травмировать. А рядом очень классно вот таким движением все можно проработать. И здесь прям розовая такая кожа становится. Прям. Вот и здесь точно так же. Такой красивый. Вот. Теперь этим же скребком можно проработать за ушком. И вот так аккуратненько, аккуратненько прорабатываем. У Тимы, конечно, нет проблем, но если головные боли, плохое зрение, там болят глаза, то сразу будет ощущаться. Только вот так положишь, придавишь, и человек скажет: у меня болят глаза, или у меня болит затылок, или у меня болит там в области уха или внутри уха. Вот, у всех по-разному. Поэтому, смотря какие проблемы, какие диагнозы у человека. Вот. Тима, скажи, пожалуйста, что ты ощущаешь? Ну, Локальную боль или куда-то? локальную, да. Вот у Тимы локальная боль. Тоже можно вот так вот все подчистить. Вот. Будет хороший приток в голове, хороший отток от головы. Вот. Ну, проработаем и эту сторону. Вот. Проработаем и эту сторону. И работаю как левой рукой, так и правой рукой. Тема здесь прям, где заканчивается волосистая часть, у него прям уплотнение такое. И как будто мышцу немножко взяли и так подшили. Вот, и мы это уплотнение немножечко размягчаем. Вот, размягчаем. Вот. Можно руками потом помочь. Сразу так мягенько, хорошо. Ага. С этой стороны тоже. Здесь полегче.
У меня нет задачи проработать все тело. У меня есть задача проработать самые застойные места, триггерные точки, проблемные зоны. Поэтому я работаю частями. Я не работаю, как обычные массажисты, от шейного отдела до ягодиц. Я тело делю на несколько частей. Обычно это 5 частей. И прорабатываю каждую проблемную зону. И поясничный отдел, и копчиковый отдел, крестцовый отдел я прорабатываю отдельно от спины. Вот. Ну все, можно ложиться. Прорабатываем спереди грудную клетку, шею. Вот. Здесь, в частности, ключица и, конечно, полностью под ключицами, сверху мы все проработаем. И если есть триггерные точки, мы их тоже все пройдем. Угу. Хорошо. Угу. Вот это точно теме никто не делал. Угу. Угу. Ну, тема уже понимает, где есть, а где нет проблемы. Где нет, там и не очень. Видите, я глубоко залезла, теме нормально. Вот. Поэтому теперь вторую ключицу. Точно так же. Очень часто бывает, приходит человек, и прям одна ключица больше, одна ключица выше. Это все так искажает. А хочется одеть декольте. Все можно выправить. И здесь. Оп. Угу. Как ты, Тём? Отлично. Очень хорошо и глубоко. Меня там прям промяли. И вроде как бы и болезнь-то было местами, но супер расслабленно себя чувствуешь, что даже спать охота. То есть вроде массаж не расслабляющий, а расслабляет сильнее расслабляющий. Чувствую, как отпустили вот трапеции, как вот какая-то легкость в них появилась. Так что спасибо. Интересно было. Эффективно. Приезжай. Будем ждать. И вы тоже приезжайте учиться, приезжайте лечиться. Я всегда рада. Все расскажу, покажу.